Частые наводнения и засухи, смерчи и цунами – это все последствия глобального потепления. Мы так привыкли слышать глобальное потепление, что для нас это почти норма. Часть жизни, на которую большинство из нас под натиском ежедневных дел перестали обращать внимание. Но задумываемся ли мы, как это влияет на нас и наших потомков? Нам покупать лодки или солнцезащитный крем? Где лучше жить и вообще будет ли жизнь в ближайшие 100 лет? Современные ученые указывают на изменение климата как на самую глобальную угрозу здоровью 21 века. Это угроза, которая влияет на всех нас, особенно на детей, пожилых людей, общество с низкими доходами, различными прямыми и косвенными способами. С повышением температуры возрастает частота заболеваний, посещений неотложной помощи и смерти. Изменение климата уже происходит. Он неизменно меняет океаны, погоду, лед и живые системы. Какой будет планета через 50 или 100 лет, этого предсказать не могут даже ученые. Есть фактор, который нельзя предвидеть, и этим фактором являются люди. Влияние человека – это основная причина глобального потепления. Особенно загрязнение углеродом, которое мы вызываем сжиганием ископаемого топлива и уничтожая леса. Диоксид углерода, метан, сажа и другие загрязняющие вещества, которые мы выбрасываем в атмосферу, действуют как одеяло, захватывая солнечное тепло и заставляя планету согреваться. Ученые НАСА доказали, что 2000-2020 годы были намного жарче, нежели любые другие десятилетия, по крайней мере за последние 1300 лет. Это потепление меняет климатическую систему Земли, включая саму Землю, атмосферу, океаны и лед, и все это далеко идущими шагами. За последнее столетие средняя температура поверхности Земли выросла примерно на 0,9 градусов по Цельсию. Казалось бы, не так и много, и такое изменение физически не так уж и ощутимо. Но если смотреть глобально, мы меняем нашу планету, и не в лучшую сторону. Планета потеплела от северного до южного полюса, и последствия повышения температуры не ждут какого-то далекого будущего. Последствия глобального потепления появляются прямо сейчас. Жара приводит к таянию ледников и морского льда. Изменяется режим осадков, что в свою очередь приводит животных в движение. Значительная часть этого талого льда способствует повышению уровня моря. Глобальный уровень моря поднимается на 3,2 мм в год, и этот подъем происходит быстрее за последние годы. Еще немного, и мы уже не сможем посетить Венецию, разве только с аквалангом. И такое участие ждет не один город мира. В течение второй половины 21 века в жарких регионах сегодня температура станет невыносимой. Поднятие уровня океана приведет много островов в негодность, а частота разрушительных ураганов сделает много прибрежных районов мира очень негостеприимными местами. Это, в свою очередь, способствует миграции в поисках лучшего места для жизни. Среди таких мест через 50 лет будет Центральная Канада, подальше от побережья, скандинавские страны и страны Северо-Центральной Европы, такие как Латвия и Эстония. В США будут доступны регионы Нью-Йорка и северо-западного региона Тихого океана, такие как Портленд и Сиэтл. Стоит обратить внимание на экологическую Гренландию. Эта большая, но малолюдная страна несколько согреется, испытывая таяние в своей вечной мерзлоте. Предвидя это смещение, в стране уже есть не менее 5 гидроэлектростанций, чтобы превратить мокрый теплый лед в чистую энергию. Поэтому Гренландия не только будет обильным источником воды, но и источником зеленой энергии. А вот места, которым угрожает серьезная опасность, включают любые развивающиеся страны, среди которых Гаити и некоторые африканские страны. Они уязвимы к вредным факторам природы, таким как засуха и сильная жара. Если выбрать наиболее важный фактор в выборе места проживания в 2050-2070 годах, это будут максимальное расстояние от океана. Территория, удаленная от побережья, но вблизи озер, идеальна. А вот что нас ждет через 100 лет, эта картина гораздо печальнее. Острова и прибрежные города исчезнут, это без сомнения. Но, увы, они не единственные части нашего мира, что исчезнут через 100 лет.
Африканский бассейн Конго, где проживает второй по величине дождевой лес в мире, не готов выжить до 22 века. А вместе с ним около 400 видов млекопитающих, 655 видов птиц и более 10 тысяч видов растений. Еще быстрее исчезнет Мертвое море. Та же участь ждет и леса Амазонки. Есть несколько сценариев развития глобального потепления, которые зависят только от того, на какой температурной отметке мы сможем побороть свой эгоизм. Согласно исследованиям НАСА, температура может увеличиться до 8 градусов по Цельсию. Это может звучать не так уж и много, кому-то может показаться, что это как разница между тем, что носить футболку или свитер. Но для мира, в котором мы живем, этот небольшой рост имеет серьезные последствия и даже гибель. Если температура в мире поднимется на 2 градуса, горные ледники и реки начнут исчезать, а горные регионы увидят больше оползней, поскольку вечная мерзлота, которая удерживала их вместе, просто исчезнет. К 2100 году уровень моря может подняться на метр, вытеснив 10% мирового населения. Такие страны, как Мальдивы, будут затоплены, а индийский субконтинент останется в борьбе за выживание. Люди начнут умирать в большом количестве, в борьбе с растущей жарой. Экосистема разрушится, и треть всей жизни на Земле столкнется с голодом. Рост растений будет замедляться, а потом и вовсе прекратиться. Мировые пищевые центры станут бесплодными, а в течение 85 лет треть планеты останется без пресной воды. Начнется массовая миграция в так называемые государства Великих озер. Они считаются очень желанными местами для жительства во времена экстремальных климатических последствий. Кроме общего избавления от неприятной жары, в этих районах Великие озера являются источником воды и не включают цунами, ураганы, гигантские волны и повышение уровня моря. Риски наводнений, которые могут существовать, могут возникать вследствие больших осадков. Но по сравнению с прибрежными зонами они не такие существенные. Если температура в мире поднимется на 2-3 градуса, то 40% тропических лесов Амазонки будут уничтожены, а остальные растения убьют теплые почвы, что приведет к большому выделению углерода. Ураганы будут сильнее, а города Азии, Австралии и юго-востока США испытают разрушение. Голландию разорвет Северное море. Соленая вода оставит подземные воды, разрушая запас еды. Чтобы выжить в таких условиях, стоит как можно дольше продвинуться на север вглубь континента, где еще сохранятся остатки питьевой воды и прохлады. Если температура в мире поднимется на 3-4 градуса, миллионы людей начнут бежать из прибрежных районов, города начнут исчезать, а некоторые станут островами. Лед на обоих полюсах исчезнет, и это может вызвать повышение уровня моря на целых 50 метров. Это, конечно, не произойдет мгновенно, на это пойдут десятки, а то и сотни лет, но от этого не легче. Китай, который является основным мировым производителем риса, пшеницы и кукурузы, может убедиться, что его сельское хозяйство терпит крах. Ему придется накормить более миллиарда людей 2/3 своего текущего урожая. Лето будет длиннее, а высокие температуры приведут к тому, что леса превратятся в дрова. Даже южные регионы достигнут 45 градусов. Те регионы мира, которые сейчас считаются слишком холодными для проживания, станут настоящими оазисами. Если температура в мире повысится на 6 градусов, дождевые леса станут пустынями, а огромное количество мигрантов будет стекаться к тем немногим частям мира, которые еще будут подходящими для проживания, что приведет к расовым конфликтам и гражданским войнам. Многие выберут такие места, как Канада и Сибирь, но даже такой климат может быть слишком жарким, чтобы выращивать пищу. Застой океанов означает больше сероводорода, который убьет морскую жизнь. И если море достаточно нагреется, массивные запасы гидрата метана под морем начнут выходить в атмосферу. Метан является легко воспламеняющимся, и при малейшей искре или ударе молнии огненные шары начнут разрываться по небу. Это будут десятки и сотни взрывов, больше ядерной бомбы, что поставит точку на всем живом на Земле.
И даже если что-то останется, диоксид серы в атмосфере будет продолжать калечить озоновый слой, уничтожая все, что осталось чрезвычайным уровнем ультрафиолетового излучения. Что же делать? Строить подземные бункеры в Сибири, покупать лодки или начать сортировать мусор? Это решение каждому из нас. Главное помнить, что только от нас зависит, какое будущее увидим мы и наши дети. А какой сценарий выберешь ты? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!